Вот они и начали эти маневры в Польше, в Латвии, Литве и в Украине. Что должен я делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, поддаться на эти, но я-то должен предвидеть, что произойдет, чтобы не получилось, как в 1941 году. Сталин всем говорил, не поддаваться на провокации, не поддаваться, сигналы шли из Кремля, а тут уже война фактически начиналась. Поэтому я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт на границе Прибалтики, Польши и Украины. К сожалению, они побежали впереди даже войск НАТО, украинцы. Ну, как обычно. Небо закрыли раньше, чем Евросоюз и американцы для белорусских перелетов самолетов. Точно так и здесь. Когда европейцы разорвали договор о реадмиссии, я прямо заявил, ну что ж, вы разорвали этот договор, вы перестали сотрудничать с нами и разговаривать по вопросам границы, ну и Господь с вами. Ваши проблемы. Но я вас, говорю, больше защищать так, как в прошлом году, не буду. Они же это все слышат, и организаторы. Они их пригласили сюда как туристов. А реадмиссия, там смысл был в чем? Реадмиссия, если с нашей территории попали туда люди, мы их забирали и размещали здесь в лагерях. Лагеря должны были они построить. И они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их оттуда забирать. Они разорвали этот договор. Они первыми. И не хотят обсуждать сейчас эту тему. Когда мы с президентом Путиным об истоках говорили, я ему сказал, что отсюда все началось. Санкции. Слушай, Дмитрий Константинович, тебе на шею набросили петлю, зажимают и говорят, защищай меня. Я честно им заявил об этом в самом начале. Ребята, вы пошли на обострение отношений. Вы нас обвиняете в этом самолете и прочее, хотя ни одного факта на столе нет. Вы начали удушение Беларуси. Когда вы разговаривали с Меркель по телефону и не раз, то она же обращалась к вам... Она попросила меня, чтобы я занялся репатриацией этих людей. Я говорю, знаете, такими, Ангела, такими жесткими словами давайте не будем даже говорить. Что значит репатриация? Ну, это значит, хватай отсюда и вывози силой. И я ей сразу сказал, в конце уже, да, дважды повторил, я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, в Гродно и прочее. Ну, знаете, как реагирует население. Мы будем просить этих людей, которые законно у нас находятся, по туристической визе, в гостиницах и прочее, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет. И я уже больше 1000 вернул их в Ирак. Но я ей предложил вот этих... За свой счет вы вернули? Или... 12,5 миллионов неделю назад заплатили за это. А нет, рейсы, они... Это Ирак платит рейсы. Да. Но вот белорусские расходы 12,5 миллионов неделю назад. Долларов. Сейчас это будет в 2 раза больше. То есть вот весь уход, кормежка, все абсолютно. Обогрев, лечение. Абсолютно. Александр Григорьевич, вот буквально недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что если Германия откажется от американского... Они перевезут в Польшу. Они перевезут восточнее, но понятно куда, в Польшу. Да, тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Какое ядерное оружие? Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно вот при таком соприкосновении. Я же не зря сказал, мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я, как рачительный, извините, хозяин, ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте. Крым де-факто, я тогда еще сказал, де-факто, это российский Крым. Тогда, по-моему, был, не был референдум, я не помню. После референдума и де-юре Крым стал российским. Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы оно там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму, когда у меня еще маленькие старшие детки были. Один был, Витя у меня. Это и мой Крым, понимаете?
Мне президент предложил, говорит, давай вот когда-нибудь отскочим. Махнем. Да, так было и сказано. Когда мы на катере с ним на шхуне болтались в Черном море, как раз об этом речь зашел, я говорю, ну показал бы Крым, показал бы мне и прочее, нет вопросов. Только, я говорю, давай на самолете, а не на этой лодке, потому что, оказывается, это надо сутки туда топать на этой шхуне. Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе, военно-космических сил. Очень много. Я говорю, ну, когда пригласишь, тогда и полетим. Но я ему тогда предложил второе условие в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Не для меня, не для Путина это не секрет. И более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет. Александр Григорьевич Лукашенко был абсолютно искренен, как мне показалось. Он был расположен. Он не попросил вопросы заранее. Он никак не лимитировал меня во времени. Мы говорили порядка 2,5 часов. Разговор был напряженный, там было 5 блоков. Была очень хорошая драматургия, и у меня ощущение хорошо сделанной работы, нашей общей работы, потому что интервью – это всегда общая работа. Безусловно, это интервью, как мне представляется, дает основания для того, чтобы глубже понять логику действий президента и логику белорусского народа, когда он поддерживает президента. Это интервью будет полностью показано по «России-24». Фрагмент интервью будет показан в «Вестях недели» в ближайшем выпуске. Что касается агентства, то оно будет вывешено на РИА Новостях. На всех наших ресурсах, конечно же, будет использовано это интервью. Мало не покажется.